Если бы система человеческих ценностей была человеком, то это был бы самый прекрасный на свете человек, способный сделать счастливым каждого, кто с ним дружит. Когда мы не знакомы, а уж тем более не в ладу с собственными жизненными ценностями, то жизнь бывает очень и очень трудной. Частые стычки с совестью, непонимание, куда идти сначала и что делать прежде, постоянные ошибки и боль от них. А уж чего нам стоят эти вечные «надо было» и «если бы». Я уже молчу о том, насколько незнание собственных ценностей дискредитирует нас на пути к успеху. И напротив, если наши ценности грамотно сформированы, расставлены по приоритетам, и мы действуем в соответствии с ними, то нам становится в 1000 раз легче добиться успехов в любых своих начинаниях. Наша жизнь становится гармоничной и счастливой, а сами мы чувствуем твердь под ногами. Мы становимся решительнее, смелее и увереннее. В этом ролике мы обсудим то, какую роль в нашей жизни играют наши ценности, а также сформируем и выстроим их по приоритетам. С вами Анна, и вы на канале «Не психология», который зиждется на глубочайших моих ценностях. Представьте себе такую картину. Можете даже закрыть глаза для полноты ощущений. Вы гуляете по большому красивому лесу, слушаете щебетание птиц в ветвях деревьев, чувствуете, как легкий, приятный ветерок касается вашей щеки. Вы наслаждаетесь прогулкой, ни о чем не думаете. И вдруг вы осознаете, что у вас нет карты этого леса. Вы просто забыли ее в машине. Вы начинаете перебирать воспоминания. А вдруг я вспомню хоть что-то, хоть какую-то тропинку с этой карты. Вы копаетесь в своем сознании, напряжение растет, и вдруг что-то внутри вас резко обрывается. Вы вспоминаете, что с момента покупки этой карты вы так ни разу не посмотрели в нее. Что делать? Куда бежать? У кого спросить? Что делать? Вокруг никого. Здесь только вы и ваша нарастающая паника, которая делает вас еще более рациональным, лишая контроля каждую клеточку вашего тела. Вы готовы закричать от безысходности и вдруг затыкаете рот ладонью, вспомнив еще кое-что. Седовласый мужчина, тот, который продал вам карту на входе в лес, который, должно быть, прожил в этих местах всю свою жизнь, между делом обмолвился, что в какой-то части этого леса обитают дикие волки. О боже! Вы чувствуете, как тучи над головой сгущаются. Птицы вдруг замолкли. Нежный теплый ветерок, который пару минут назад казался вам блаженством, сейчас кажется холодным и бесчувственным. Вы начинаете ощущать дрожь по телу, колени подгибаются, сердце вот-вот вырвется из груди. Вам никогда еще не было так страшно, как сейчас. Никогда. Теперь вы боитесь даже сделать шаг, ведь вы совершенно не знаете, в какой стороне обитают волки и куда вам нужно идти, чтобы хотя бы не то, чтобы выйти из леса, а не забрести случайно на ужин к стае голодных волков. Как быть? Что делать? Кричать? Звать на помощь? А вдруг тем самым вы лишь отпугнете людей или, что еще хуже, привлечете волков? А вообще, есть ли здесь эти волки? Может, их и нет? Что, если этот старик просто травит байки каждому входящему в лес? Ведь многие люди любят острые ощущения. А что, если здесь нет волков, но есть медведи, кабаны или ядовитые змеи или пауки? И снова, куда бежать? Что делать? Если вы влезете на дерево, то можете сорваться и упасть. Все вокруг теперь кажется ужасно пугающим и предвещающим беду. Вы не знаете, что делать, ведь любое ваше, даже самое безобидное действие сейчас может привести к непоправимой ошибке. А теперь я хочу провести параллель. Прекрасный, но полный опасности лес – это ваша жизнь. Волки – это опасности в виде душевной и физической боли, финансового краха, болезней, потерь, ошибок. Того, что каждый из нас старательно стремится всю жизнь обойти. А карта – это ваши ценности. Если вы точно знаете свои ценности, принципы и их приоритетность, то они будут вести вас всю жизнь. И вы на 99% будете уверены, что сможете обойти и волков, и медведей, и гремучих змей. Если у вас будет такая четкая картина ценностей, то вы точно будете знать, где в этом лесу жизни находится водопад здоровья, где обитает птица любви, где здесь расположен камень мудрости и озеро богатства. И в конце концов, какие из тропинок приведут вас к счастью и гармонии. А без этой карты вы просто-напросто заблудитесь, потеряетесь, будете совершать все больше и больше ошибок в попытках обойти препятствия или, что еще хуже, просто так и останетесь стоять на месте, решив, что кто-нибудь будет проходить мимо и поможет вам. А если нет, так что ж, значит, на то воля Божья.
Если вы четко и грамотно сформируете свои ценности и расставите их по приоритетам, то у вас никогда не возникнет вопроса, что мне делать сейчас, а что подождет. Вы больше не будете думать о том, что лучше сделать, чтобы не совершить ошибок. У вас также будет полное и четкое сознание того, куда идти и что делать при форс-мажорных обстоятельствах. Вы будете точно знать, зачем и почему вы делаете то, что вы делаете, и что это несет в первую очередь именно для вас. Когда ваши ценности станут частью вас, вы просто перестанете ощущать неуверенность, вы станете более решительными, более твердыми и непоколебимыми. Вы наконец-то сможете начать делать то, чего хочется именно вам, а не кому-то другому. В конце концов, наши ценности – это то, что определяет нас как личность, наделяя нас и всех окружающих нас людей либо радостью, либо болью, делая нас либо хорошими людьми, либо, собственно, плохими. Многие люди всю жизнь занимаются тем, что подстраиваются под нужды и желания других, ведь они совершенно ничего не знают о своих ценностях, и поэтому их слова и поступки часто расходятся с их личными принципами и ценностями, а это всегда ведет к боли и ошибкам. И если ваши ценности расходятся с вашими действиями, то происходит дисбаланс, и вы чувствуете себя какими? Верно, несчастливыми. Но мы-то хотим быть счастливыми, не так ли? Поэтому прямо сейчас мы возьмем, так сказать, быка за рога, от ценности под свой личный контроль. Что ж, переходим к самой важной на данный момент части своей жизни, к выяснению собственных жизненных ценностей. Так как же их выяснить-то, эти ценности? Тут, как вы, возможно, уже догадываетесь, мы берем ручку и блокнот. А теперь приступим непосредственно к выяснению ваших жизненных ценностей. Итак, задание номер 1. Для начала выпишите список имен важных для вас людей. А теперь сделайте то же самое с каждой из 4 сфер своей жизни. Социальной, физической, духовной и финансовой. Здесь я, думаю, не стану углубляться в эту тему, дабы не растягивать ролик. Подробнее о сферах жизни я уже говорила в своем ролике, с чего начать саморазвитие. То есть вы выписываете то, что для вас является очень важным в каждой сфере и каких изменений в своей жизни вам бы хотелось. Для наглядности приведу вам несколько примеров из своего личного списка ценностей. Скажем, некоторыми из моих ценностей в социальной сфере являются такие пункты, как заботиться о близких и о тех, кто не в состоянии сам о себе позаботиться. Внимательно слушать и стремиться слышать окружающих, в частности близких. Выносить суждение о каком-либо человеке лишь после того, как лично выслушаю его. И так далее. В физической сфере моими ценностями значится, например, всегда следить за тем, что я ем, регулярно тренироваться, не ища причин, а ища возможности, всегда стараться держать свои эмоции под контролем, ведь это поможет мне оставаться здоровой, регулярно прогуливаться на свежем воздухе и так далее. Касаемо духовной сферы жизни, моими принципами являются в первую очередь стремиться к хорошим взаимоотношениям с близкими и с Богом. Никаких компромиссов с совестью и моралью. Стремиться всегда быть благодарной. Стараться быть вежливой и тактичной. И все в этом духе. А в материальной сфере моими ценностями будет всегда быть сосредоточенной на получении новых идей. Вести себя и думать как миллионер. Никогда не упускать возможности учиться и развиваться. Грамотно распоряжаться деньгами, которые я получаю. И тому подобные пункты. Здесь у вас нет границ. Вы можете писать абсолютно любые пункты, которые, по вашему мнению, не только олицетворяют вас как личность, но и также то, чего вы искренне хотите от своей личности. Какие полезные привычки вы хотите приобрести, от каких вредных вы мечтаете избавиться, какие качества и навыки вы хотите в себе развить. Весь сок как раз в том, что постепенно вы будете становиться частью своих ценностей, а они будут становиться неотъемлемой частью вас. И если вы напишите, например, «Я стремлюсь видеть больше идей вокруг себя», то очень скоро вы действительно обратите внимание на их изобилие. Или же, если вы запишете как одну из своих ценностей «Я никогда не пройду мимо того, кому нужна моя помощь», то вскоре обнаружите, что вы и впрямь стали гораздо более чутким и милосердным человеком. Понимаете, когда мы формируем свои ценности и принципы,
то тем самым мы как бы настраиваем наши фильтры восприятия таким образом, чтобы они пропускали лишь то, чего мы действительно хотим от жизни. Иными словами, мы программируем себя так, чтобы наша жизнь стала комфортнее, увереннее, безопаснее и счастливее. Ведь что такое счастье? Все люди по-разному отождествляют это понятие. Для кого-то это крепкое здоровье, для кого-то финансовое благополучие, для кого-то любовь, а для кого-то это его взаимоотношения с Богом. Но в каждом ответе можно отследить, что в основе счастья все же лежит гармония. И вот я хочу сказать, что как только вы начнете жить в соответствии со своими ценностями, то будете все больше и чаще погружаться в это прекрасное состояние гармонии с самим собой и с окружающим вас миром. Давайте разберем еще один момент. Как расставить свои ценности по значимости. Это второе задание. Для кого-то оно будет легче простого, а кому-то может показаться довольно сложным. Итак, чего я хочу от вас теперь? Выстроите приоритеты. От того, что вы поставите во главу своих ценностей, будут зависеть и остальные пункты, и их последовательность и приоритетность. Например, если вы поставите во главу своих ценностей финансовое благополучие, то имейте в виду, что тогда это станет для вас превыше в ситуации, в которой вам придется делать выбор между, скажем, работой и семьей. Обязательно учитывайте все эти моменты и ни в коем случае не торопитесь, выполняя это задание. Здесь крайне важно определить верную последовательность пунктов. Да, кстати, людей тоже необходимо пронумеровать. Но, конечно же, не стоит им говорить о своих приоритетах. Типа, братишка, ты знаешь, ты у меня в списке под номером 3. Так что я не смогу сейчас с тобой сходить в магазин. Сначала мне нужно съездить с моей девушкой в парикмахерскую. Конечно, здесь все очень тонко. Естественно, если вашему брату, который третий в вашем списке, понадобится какая-то серьезная помощь, то тут уже приоритеты поменяются, верно? Итак, посмотрите на свой список ценностей и принципов и выстроите приоритеты так, чтобы они служили во благо вашей жизни. Также советую проверить, нет ли среди ваших ценностей частицы «не». Если есть такие моменты, то лучше все же сформировать их иначе. Например, не обязательно писать «я не курю». Можно написать «я веду здоровый образ жизни». То есть наши ценности – это своего рода, можно даже сказать, аффирмации, только они гораздо более глубокие и требующие особого внимания. Это то, что нас олицетворяет, не забывайте. Поэтому обязательно еще раз посмотрите, не противоречат ли какие-то из ваших ценностей друг другу. И сделайте выбор в пользу того, который принесет наибольшую пользу вам, или найдите компромисс. Да, поначалу вам может быть тяжело. Я и до сих пор, если честно, иногда борюсь с собой, чтобы, например, не съесть какую-нибудь дрянь, которая будет противоречить одному из пунктов моих ценностей. И иногда ловлю себя на том, что могу забыться и говорить больше, чем слушаю. Но в основном я пребываю в гармонии с собой и с внешним миром. И если, например, у меня возникнет форс-мажорная ситуация, в которой кому-то срочно очень нужна моя помощь, человеку или животному, но при этом я еду в гости к подруге, то я точно знаю, что могу позвонить подруге и сообщить, что приеду позже. И подруга меня поймет, ведь на моем месте она поступила бы так же. А знаете почему? Потому что это часть моих ценностей. Выбирать друзей с такими же или с похожими ценностями, как у меня. И меня это более чем устраивает. Я больше не разрываюсь. Я больше не делаю то, чего не хочу делать. Я всегда уверена в том, что я делаю и какой результат мне это принесет. И знаете, я еще никогда не чувствовала себя более счастливой. Спасибо за просмотр, друзья. Я думаю, вы догадываетесь, что я очень ценю вас, потому что вы также являетесь неотъемлемой частью моих глубочайших ценностей. С вами была Анна. До скорой встречи. Пока.